Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра, берите какую-нибудь тоже раскраску, канцелярию, может быть, наливайте себе чего-нибудь вкусного. Ну и давайте приступим. Я свой раскрашивательный день хочу начать с раскраски Coloring Book. И не просто начать свой день, а именно начать раскраску. Я ее купила за 39 рублей в магазине «Фамилия», но это было в конце декабря. Ну и поскольку, естественно, конец месяца это всегда стараешься там все дораскрашивать, съемки видео, плюс подготовка к Новому году, у меня не было возможности ее сразу начать, хотя я сейчас, как вы знаете, купила раскраску и сразу начинаю. Но я сказала, что я ее включу в планы и обязательно начну в этом месяце, ну, в январе. Поэтому вот, наконец-то, я добралась. Конечно же, сейчас у нас уже 20 января, но это не страшно. Вот. Я так вот листаю, мне в принципе нравятся здесь все иллюстрации. Бумага здесь белая, но она такая достаточно гладкая и поплотнее, мне кажется, офисный. Но как на ней поведет себя канцелярия, я не знаю. Кстати, вот совушка, и тут у меня совушка. Но раскрашивать я, скорее всего, буду не совушку, а черепашку. Использовать я буду детскую акварель, луч, ну, конечно же, свой любимый вот этот набор 32 цвета. Ну, я просто не рискую использовать в кюветках. А детская акварель, она замечательная. Вот. Ну и второй наборчик буду использовать 18 цветов. Вот такой вот тоже луч. Также нравится. Ну, просто у меня в этом наборе вот этот цвет закончился, соответственно, эта палитра мне в помощь. Она у меня уже давно появилась, раньше, чем вот этот набор. И пока у меня вот эта коробочка не появилась, я пользовалась на постоянке этой. Ну, а тут вроде больше цветов. У меня есть такой еще один набор, можно его взять, но я хочу как бы здесь по максимуму поиспользовать. Вот я ничего не имею против детской акварели. У каждой есть свои, знаете, плюсы, минусы. Вот. Я не знаю, если бы я была художником, рисовала, ну, понятное дело, я бы выбирала, наверное, акварель в кюветках и, ну, как-то более была бы избирательна, но поскольку это мое хобби, я подбираю канцелярию именно вот исходя из раскраски. Соответственно, где односторонние иллюстрации, я использую кюветки, здесь вот так вот. Но в принципе, по факту я могла бы, наверное, и без кюветок обойтись. И везде красить детской. Ничего страшного. Ладно, давайте приступим. Надо подумать, с чего я начну здесь. Ну, наверное... Так, надо бы, конечно, побрызгать акварель. Сейчас уже, кстати, 11:20 утра. Я как раз сегодня же и выложу это видео. То есть оно не впрок снято. А утром, ну, я встала вообще в 7 и вязала. Ну, я не знаю, я как-то вот с детства была человеком полностью творческим. Ну, как бы у нас и в семье все люди творческие, потому что папа, например, у меня был фотограф. Вот. Вот, кстати, эта краска у меня только в таком наборе, в большом. Мама электрофотограф, но она и до этого и шила профессионально. Ну, как бы она на фабрике какое-то время для интереса работала, шила, потому что у нее мама, например, швея профессиональная, но она скорняк.
вот, и моя бабушка. Ну, я как-то так о ней говорю, потому что я ее никогда не видела, кроме как на фотографиях. Вот. Ну, и у мамы там в роду есть, ну, и художники, и иконописцы. Ну, короче говоря, получается так, что большая часть людей творческих профессий. Вот. И я как-то с детства много чем увлекалась, хотя у меня были моменты, когда мне особо ничего не было интересно. Вот. Но это какой-то короткий период, а потом меня стало все вот увлекать, и мне было интересно и шить, и танцевать, и вязать, и все на свете, но не в том плане, что, знаете как, я чем-то загоралась и потом перегорала быстро, нет. Просто именно, что мне было все интересно, и вот даже до сих пор это сохранилось, что, ну вот я, например, сегодня утром повязала с огромным удовольствием, сейчас пошла раскрашивать, потом я еще повяжу, может быть, начну там вышивать, перебирать свои какие-то творческие материалы, мне это очень интересно, там, не знаю. Ну, то есть у меня на творчество, у меня всегда есть сила, есть энергия, но, правда, я настолько привыкла жить в творчестве, что для меня, например, как сказать, творческий подход сохраняется во всем. То есть я считаю, что и готовка, и уборка – это тоже творчество. Вот, поэтому я тоже все делаю с огромным удовольствием. И я сейчас не просто так, ну, как вы поняли по Инстаграму, по моим новым рубрикам, не просто так все подоставала, валяние и тому подобное, а просто я поняла, что реально вот мне всего этого не достает. То есть я хочу весь день на что-то переключаться, что-то делать, ну как-то вот, я не знаю, мне прям в кайф. Ну, единственное, что, конечно, невозможно сразу все делать, поэтому я чуть позже составлю для себя расписание, потому что все-таки сейчас мой канал имеет, ну, как бы основную тематику это раскраски, он так и останется. Вот, но в целом он разноплановый канал, и много чего мне хочется делать, поэтому, чтобы все успевать, безусловно, нужно расписание, но я этим займусь чуть позже. Я как-то стараюсь себя, ну, не загонять сильно в рамки, но и не распускать, потому что здесь, знаете, всегда такая есть грань. Сказать, например, я человек творческий, да, мне нужно вдохновение, там еще что-то, но это всегда можно вогнать в себя в то, что вдохновения-то и не будет никогда. Вот, это неправильно. Ну, лично для меня. Поэтому, вот, ну просто сейчас я как-то так стараюсь в течение дня постоянно быть активной и заниматься прям вот всем по максимуму. Но до вышивания я еще не дошла. Сейчас я себя словила на мысли, что мне прям очень хочется начать, но поскольку я решила именно купить, да, отдельно канву, отдельно нитки и взять там, ну, составить схему на одном сайте онлайн, где можно это делать. Ну, я уже рассказывала, то есть там можно любую фотографию вставить, но получить схему и нитки прям по номерам. Но я взяла уже, ну, мне понравился один набор, и я взяла, в общем, там фотку и вставила, и получила готовую тоже схему. Ну, потому что я не уверена, вдруг мне не захочется, потому что все-таки во всех видах творчества, вот, да, вот мне то нравится, все, а вышивание, оно как-то, мне, конечно, нравится, но оно меня менее всего привлекает, вот, поэтому я не стала покупать себе полностью набор, так как он около 3000 стоил, ну, вот. Потому что если бы я прям фанатела и была бы уверена, то, конечно, да, я бы взяла.
Просто, знаете, мне всегда, вот еще в детстве, хотелось научиться именно вышивать гладью. Ну, мне мама показывала, как это делается. Ну, и я думаю, когда-нибудь я это реально освою. Потому что, ну, знаете, это вот как в раскрасках, да? Когда ты там цветовой квест раскрашиваешь по квадратикам, да, что-то пиксельное, например. Или же когда ты, вот, например, берешь акварель или карандаши и что-то такое делаешь с переходами, совсем. Хотя на самом деле, конечно, крестиком вышивать это тоже потрясающе красиво. Вот сейчас у Оксаны на канале, а ссылка в конечной заставке всегда будет, и Оксана уже выкладывала в Инстаграм, она же вообще потрясающе вышивает, у нее такие прям картины получаются шикарные, мне показывала уже давно, вот. И сейчас она вышивает совершенно потрясающую работу такую, мне очень нравится, посмотрите. Вот, я в полном восторге. Вот, так что нет, на самом деле серьезно абсолютно все. И крестиком, и гладью. Ну, вот. Мне как-то прям гладью очень хочется прям научиться, что это, конечно, вообще космос. Но начну с этого самого, с крестика. Но, знаете, я не договорила, чего меня сейчас тормозит немножко. Это то, что ну, надо все рассчитать, правильно начать, чтоб... Ну, у меня канва большая, поэтому, я думаю, все нормально будет. Ну, как-то так, по-разумному. Немножечко отвлеклась. Ну, смотрите, с обратной стороны, в принципе, ничего такого. Но я была с водой очень аккуратна. Так, сейчас я петличку немножко перевесила. Так, ну, это я просто еще посмотрела, думаю, какими цветами, чтобы разные зеленые были оттенки. Сейчас все поиспользую. Так что в ближайшее время, конечно, начну еще и вышивать. Хотелось бы вернуться к валянию. И еще кое-какой вид творчества вспомнить. Я почему-то с детства, ну это я потом покажу, к нему как-то присматривалась, мама мне показывала. Потом у нас еще учительница в младших классах. Но это, конечно, она вообще в этом плане молодец. Она вязала на заказ. И всегда, вот я, по-моему, рассказывала, что нам всегда доставала журналы и по вязанию, и по всему. И, конечно, маму многому научила. Хотя у меня мама много чего знала, но и дополнительно она еще много чего показала. Вот. Ну и я, конечно... Там-сям чуть-чуть понахваталась, но вот есть какие-то виды творчества, которые прям я хочу глобально так тоже изучить. По валянию очень соскучилась. Ну, как бы, ну, вот из, знаете, сухое, да, мокрое валяние. Я пробовала все, и мне как бы все нравилось. Но вот сейчас после перерыва я очень втянулась, как-то влилась, надо сказать, в сухое валяние, например, да, вот этот вот милоту сделала. А вот в мокрое пока как-то я не знаю. То есть я все вроде как и помню, и понимаю, что все получится, но что-то пока не рискую. Ну, как будет желание, так сделаю. Ну, я думаю, что сейчас, как я свой творческий уголок сделаю себе, создам, ну, в смысле, это у меня, как вы знаете, по раскрашиванию, я имею в виду, что я одну комнату полностью сделаю вот под
под все остальные виды творчества. Вот. Чтоб все там было. И можно будет тогда всем этим заниматься. Я, правда, еще думаю, что как бы мне поудобнее сделать для омыловарения, потому что у меня там, где все хранится, там, во-первых, с освещением проблемы, но это-то еще полбеды. Мне вообще как бы туда все это на кухню перетаскивать неудобно. Ну, я как-то это решу, конечно, вопрос. Просто получается так, что я примерно представляю, куда можно перетащить это на кухню, но именно там у нас в стене, ну, у нас, слава богу, труб наружу нет, у нас трубы внутри стены, и, ну, в любом случае, так или иначе, там все греется, и хранить все для маловарения там не вариант. Поэтому не знаю пока. Но тоже с этим хочу что-то сделать, потому что для меня прежде всего, вот что важно, это чтобы все под рукой было. Тогда я прям с огромным удовольствием все делаю. Потому что когда подумаешь, что что-то таскать надо куда-то, вот тут немножечко напрягает. Ну, в принципе, акварель, вот знаете, бумага здесь не впитывает прям вот так вот сильно акварель, что хорошо. Хотя я не знаю, если использовать кюветки, может быть, там будет немножко другая ситуация, но вот детская акварель нормально. То есть можно все это спокойненько по бумаге краску разнести нормально, потому что бывает же такое, что прям бумага съедает, да, акварели. Здесь нет, здесь вроде как все адекватно. Так. Сейчас еще посмотрим. Вот я здесь больше делаю слоев, и я не жду, когда слои высохнут. Поэтому сейчас посмотрим с вами, как бумага себя повела. Ну, хотя надо смотреть еще, когда все высохнет. Интересно, наверное, в этой серии есть какие-то еще раскраски. Ну, купила бы или нет, не знаю. Но одну буду раскрашивать с удовольствием. Давайте посмотрим. Ну, в принципе, смотрите-ка, все нормально. Ну, немножечко покорежила. Это у меня с рук капелька. Вот, немножечко бумагу, но бывает сильнее ее корежит. Так что достойный вариант для детской акварели. Так что можете присмотреться. Ну, в фамилии, как я понимаю, ассортимент плюс-минус. Ну, да нет, наверное, ну, как сказать. Ну, наверное, где-то в чем-то одинаковые, что-то может быть разное, но поищите, если вам понравилась раскраска. Просто я знаю, что, например, вот мандалы эти на черном фоне, по-моему, Виолетта в фамилии покупала, если я не ошибаюсь, и у нас вот уже сколько время прошло, и они там лежат. Я взяла на подарок одну, и причем там получилось даже, мне кажется, выгоднее, чем я для себя на складе брала. Ну и сами иллюстрации, они здесь очень хорошие. Я еще сегодня хочу попробовать. Не знаю, дойдут у меня сегодня руки или нет, но я тут вот делала соленую карамель. Думала, куда ее применить, потому что, учитывая, что там добавляются сливки, я не совсем уверена, что это
может как-то долго храниться, но мне это точно не съесть полностью, потому что, например, если сравнивать с сиропом от Бареста, соленая карамель, да, он менее калорийный, чем вот то, что я сделала. И, конечно, я в лучшем случае чайную ложку в день, да и то не каждый. И будет обидно, если это испортится. Поэтому я придумала, что я видела в интернете печенье, такое двойное, и с промазкой вареньем. У меня варенья много, но оно все-таки жидковато. А нужно даже, я бы сказала, какой-нибудь джем. Но покупать мне точно не хочется. Если уже варенье, то использовать именно свое охота. Потому что, опять же, я варенье сварила, но как-то вот есть я его особо не ем. То есть я как-то пару ложек в выпечку добавила. Не, варенье вкусное, но у меня это все уходит по минимуму. Ну вот столько я уже пораскрашивала. Сейчас пока высохнет, я переключусь на что-то другое, ну и потом вернусь к этому. Хочется мне чем-нибудь еще пораскрашивать и где-нибудь. Вот. Хотя, в принципе, здесь везде будет акварель. Я рыбок раскрашивала перламутровой акварелью. Луч. Вот. Тоже пока сохнет. Ну и дальше продолжу. Мне как-то понравилось. С обратной стороны вообще никаких проблем. Отлично. Здесь я еще немножечко, возможно, пройдусь водой. Хотя нет, здесь это вот на камеру кажется немножко так грубовато, а так очень плавно вполне. Ну и пока что решила переключиться на нарвалов. Здесь мы красим с Оксаной и с Мариной. Канал Марины на раскраске. Вот. Ну, у нас тут все распланировано, но получилось в том месяце так, что, короче, я когда планировала список раскрасок на месяц, я забыла включить эту раскраску. Поскольку я четко по блокноту все крашу, ну и по той полке, где у меня раскраски на месяц стоят, то я и забыла про нее, потому что нет же в списке. И уже только потом, когда то ли у Марины, то ли у Оксаны или у обеих я увидела в раскрашенном, вот я тут вспомнила, что вообще-то вылетело из головы. То есть я не то, что не успела, а просто вот забыла. Поэтому в этом месяце у меня будет и за декабрь, и за январь должна быть работа. Поэтому буду сейчас здесь. Хотя я хотела что-то вне плана, но, во-первых, здесь 2 иллюстрации, пусть и простенькие. И у меня в ближайшее время будут 2 покупки, 2 раскраски. И так как я их тоже начинаю, как только купила, то, в общем, и плюс уже конец месяца неожиданно близится. Короче говоря, лучше уж по плану. Сейчас я покажу, с чего я начну. Начну я вот с этой иллюстрации, такой зимней. Это за декабрь. Фон, возможно, я буду делать фломастерами. Как вот я делала здесь, размывала. Мне вот та иллюстрация прям очень-очень нравится. Ну вот как-то так. Я уже нанесла фломастер и размыла. Вот здесь вот у меня вода попала, но это как бы практически всегда неизбежно. Вот, поэтому, значит, фломастеры я использовала вот такие вот из Fix Price, потому что их уже давно пора бы заканчивать. Ну, надо отдать должное, что эти фломастеры с 2018 года лежат. Я ими пользовалась очень мало. И, по крайней мере, только сейчас они стали как-то подсыхать. Но, тем не менее, заканчивать их надо. Они у меня в проекте Project Pen. Закончить, так сказать, и выбросить. Поэтому это весьма неплохой показатель.
Нарвала я, скорее всего, буду раскрашивать гуашью. Ну, гуашью, потому что вот здесь-то я заехала, поэтому, к сожалению, придется... Гуашью-то все-таки можно перекрыть, акрил я не люблю. А маркером... Хотя, с другой стороны, может быть и маркером, но вроде как я везде маркер использую. Ну, чаще всего здесь. Поэтому... В общем, сейчас я жду, когда высохнет, и доделаю. Ну, а пока вот это высохло, сейчас буду красить здесь. Даже, скорее всего, сейчас раскрашу фон, а уже потом буду красить цветы. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк. Так, что у меня с фокусом? Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.